Ида Митчелл, расскажите про золотое сечение. Слушала многих, и как-то непонятно все. Это действительно трудно понять, это надо просто пробовать мыслить большими пятнами. А что значит большими пятнами? Это значит, вот есть пятно там какое-то темное, шарф. Что еще темное здесь есть в этом мотиве? Ну, там за мной какой-то. Так вот, за мной этот кусок к шарфу определенным образом относится. Пропорционально. Шарф занимает 3 части, а этот кусок, ну, где-то там 7 частей. А золотое сечение – это 5 частей. 5 к 3. О, 3 к 5. 3 к 5. 3 к 5. Косточки. Ну, расстояния такие. Расстояние между ними равное золотому сечению. Так и массы тоже, площади могут занимать в картине тоже 5 частей масса к 3 частям масса. Еще поменьше, еще поменьше. И расставлены между собой на расстояниях тоже равными 5 или 3. Главное, чтобы все было не одинаково. И расстояние между этими пятнами, которыми мы мыслим, приучаем себя мыслить, и сами площади этих пятен. Достаточно просто за этим следить и рассматривать свою картину как сочетание этих масс. Мы можем научиться видеть гармонию. Она либо есть, либо ее нет. Просто исходя из местоположения этих пятен, которыми мы оперируем. Этого достаточно, вопрос тренировки. Игорь Гришин, 56. Процесс важен, завораживает, результат вторичен. Вот если вы танцуете, Игорь Гришин, 56, с молодой девушкой, 79. Вот сам танец для вас, что это такое? Это погоня за результатом? Или вы наслаждаетесь процессом, который просто во времени происходит? Но какой может быть у танца с девушкой 79 результат? Что, кто быстрее дотанцует до последней коды и поклонится, и тот выиграл, что ли? Ну, собрались мы компанией, пьем вино. Какой результат? Наклюкаться и упасть мордой в салат? Или просто наслаждаться процессом общения, иногда догоняясь вот этой чаркой? Чтобы еще глубже погрузиться в этот процесс общения, в радость общения, в радость процесса, который происходит. Результат, конечно, будет, если мы доползем домой завтра, самостоятельно, без поддержки. Так и в картине. Результат будет, просто зритель может увидеть процесс в работе. Он подойдет, и ему будет непонятно, как так написано, что как будто художник сейчас придет и докончит это, прикончит работу. Мне это интересно, когда так художник пишет, что он как будто отошел, недоконченность есть некая. Я как зритель участвую в этом. Он меня застал на середине своей фантазии. Я ловлю себя на мысли, что тут что-то недоделано, меня вот это восхищает. Такой результат. В этом, мне кажется, очень большая сила живописи, когда есть намек. Евгений, 45. Есть такое шуточное сравнение. Картина без рамы – это как невеста без подвенечного платья или как генерал в бане без регалий. А мне нравится невеста без подвенечного платья. Я же смотрю в глаза, я же общаюсь с душой напрямую, и мне для общения с человеком не нужны никакие регалии и подвенечные платья. И генерал в бане без всяких погонов, и всяких звездочек, и всяких побрякушек, он просто человек. Мне общаться с человеком приятнее, чем с генералом. Я к чему это говорю, Женя? К тому, что великолепная живопись меня лично так очаровывает, что на раму я не смотрю вообще никогда. Но так принято в современном мире на выставках обувать картины, облагораживать их, показывать их в раме. Конечно, я не спорю, естественно, ни в коей мере с теми, кто это делает. И сам очень люблю рамы и паспорту. Ну вот мы смотрим фильм, например, в телевизоре. Разве важна для меня рама какая-нибудь? Я смотрю сюжет. Или окантовка у телевизора какая-то. Бывают такие, что
излучает какой-то свет на задний план. Ну, вполне возможно, что это интересно. Но окантовка тоненькая и достаточно. Я же смотрю сюжет, мне интересно, что там, действие какое разворачивается, а не какая там толстая окантовка. А представляете, телевизор был бы еще с какой-нибудь фельдеперстовой рамой, с леплиной. Одна знакомая женщина говорит, не лепнина, а леплина. Мне нравится это слово. С леплиной. А хорошая, кстати, идея. Есть же такие зеркала с этими финтифлюшками. И телевизор мог бы быть. И чем больше этих всяких штук, тем достойнее он, тем дороже. Но в случае с картинами точно. Чем богаче рама, тем она дороже. Какое-то уважение сразу к художнику. Ольгея. Пишу 3 года, сама не знаю, как это получилось. Пастель в прошлом, кашлять начала. Сейчас масло и акрил. Более живописные картины, конечно, маслом. Но вот беда, после него как-то голова стала побаливать, запах. Что посоветуете, ведь без масла никак нельзя, спасибо. Не знаю, Ольгея. Понятно, что это аллергическая какая-то реакция на всякие разбавители, растворители. Дело тонкое, и какой тут совет может быть? Ну, должно быть, конечно, все продуваться, проветриваться, и, может быть, кто-то подскажет просто какой-то рецепт. Я точно не знаю. Дело врачебное, тонкое. Извините, Ольгея. Спасибо вам за теплые слова. Геннадий Веселовский. Не знаю, как в уставе, но одного, на мой взгляд, впечатленного маловато. А если он еще окажется дальтоником, вообще будет печально. Я говорил, что в каком-то там уставе Министерства культуры художественную ценность является собой произведение, которым заинтересовались хотя бы один человек заинтересовался. Уже тогда художественная ценность. Шутка, наверное, не знаю. Ну так вот, Геннадий продолжает. Вообще будет печально, а может, это устав писали 2 на необитаемом острове. Это все шутка, конечно, но если одному понравилось, а многим нет, как-то не камильфо, однако. Ну, много таких случаев. Например, вспоминается сразу фотография Андрея Дмитриевича Сахарова, который сидит, а все стоят и приветствуют какой-то там съезд, туда его в качель. А он не встал, не стал приветствовать. Один против всех. Но многим не понравился Бродский, например. Его взяли, заклевали, довели до инфаркта, просто сослали его к чертовой матери и выслали из страны. А всем вот не понравился. А мне нравятся его стихи. Ветер. Я не могу понять мозги людей, которые не любят живопись. Вообще никак не понимаю. Ну, лягушка, например, сидит на болоте. Ветер. Ветер дует, она сидит. Ей все равно, кто пройдет мимо, медведь или человек. Он просто сидит, смотрит кругом. Мне кажется, у людей разное сознание, разный уровень восприятия жизни. По-разному люди радуются. Один какой-нибудь ерунде, а другой даже смотреть на это не будет. Нас по-разному поливали из леечки в нашем ботаническом саду садовники. Кого-то сильно поливали, он подрос, начал интересоваться вообще, что кругом творится, а кто-то не дорос. Это Шамара Хаяма фраза «каждый видит ту красоту, до которой дорос». Но для того, чтобы увидеть ее, нужны усилия, нужна жажда. Должно быть не очень хорошо как-то, без этого знания. Хочется напиться этим знанием, интересом. Возникает интерес, познание того, что тебе неведомо, и жажда приводит тебя к водопою в виде лошади. Табуна лошадей, возможно. Союз художников – это же целый табун. Ты напился и начал ценить ключевую воду эту. И пьешь так, что напиться не можешь этой красоты. Куда не приезжаешь, сразу в музей, сразу на какую-то выставку. Друзья, хочу предложить вам 37-й урок в моей онлайн-школе. Он посвящен живописи обнаженной женской фигуры темперой. Это совершенно уникальный материал. Писать на акварельной, довольно плотной бумаге им просто одно удовольствие.
все время следите за пропорциями, чтобы длина плеча, предплечья, все было соразмерно. Изучать форму человека, да в живописи, это просто несказанно важное дело, потому что мы можем тогда написать все, что угодно. Форма человека так сложна, что, овладев мастерством безошибочного рисунка, уж домики-то, деревья и всяческие лодочки мы сможем нарисовать вообще без труда. Метод, который я предлагаю для живописи обнаженной модели, строится на понимании конструкции человеческого тела. И это понимание дает возможность писать очень быстро и безошибочно. В этом уроке мы разберем, как это делается. Каллиграфическая кисточка, более широкая. Если ее не смачивать водой, а прямо пастозно брать цвет, то она дает очень красивые эффекты. Касания очень важны. Где-то мощно, где-то едва-едва. Ссылка на сайт школы под каждым видео. Для тех, кто покупает или купил уже 2 урока, скидка на все уроки 10%. Набросок – это серия намеков. Но мне нравится, когда намек намеком, но какие-то части очень проработаны. И за счет того, что из хаоса рождается форма, это производит очень сильное впечатление. Ну, на меня, например.